Итак, дорогие зрители, о чем гадание? Понятно. Итак, из названия «Жизнь Овна под микроскопом». Под микроскопом это значит, что более или менее в мелких деталях мы рассматриваем течение вашей жизни именно теперь, в настоящий момент. А послушаем, что карты скажут, посмотрим. Подсказки, рекомендации, прогноз на будущее, что было, что есть, что будет. Разные области жизни. Я прошу вас настроиться на гадание, подумать о вашей жизни в позитивном ключе. Желательно с определенной, естественно, осознанностью и благодарностью. У меня разные карты, и я затрудняюсь, не знаю, какие выбрать для вас. Давайте начнем с испанского таро. Здесь 100 карт. Не удивляйтесь, если какие-то по 2 одинаковые будут. Давайте с работы, да. То, что есть у всех, то, что всем интересно. Что было, что есть, что будет. Овны. Вот это ваше бесконечное всевластие, вот это ваша бесконечная энергия, бескрайняя энергия, которой вас наделил зодиак, сейчас немножко застаивается. Именно в сфере работы, в сфере бизнеса, в сфере ваших вот этих взрослых деловых каких-то интересов сейчас. Вы как будто бы можете все, например, имеете все ресурсы, возможности, чтобы и хорошую работу найти, например, или продвинуться по служебной лестнице, но либо откладываете, либо почему-то не до конца верите в себя, либо не хотите, недостаточно мотивации. В общем, мало стараетесь, могли бы и больше. Вот. Но потенциал, вот это вот могущество, вот это волшебство в ваших руках сохраняется. Перевернутый маг подсказывает вам всего лишь о времени, которое вы теряете сейчас. Вот могли бы больше, могли бы лучше, выше, быстрее обойти конкурентов в бизнесе или прорваться на более высокую должность. Что останавливает, что тормозит? Хочется, может быть, отдохнуть. Вот упадок сил, упадок мотивации. А может быть, вам не хватает поддержки. Может быть, вам не хватает просто той самой феи крестной, которая вот и должна, чуть-чуть помочь. Чуть-чуть кто-то должен помахать вокруг вашей карьеры волшебной палочкой, чтобы все наладилось. Но в целом все достаточно хорошо. В прошлом напрасно слитые ресурсы — это какое-то недавнее прошлое, знаете, такое вот обозримое, не 20 лет назад, а, например, это ваша прошлая работа, прошлый месяц, прошлый год, тоже было много всего. И деньги как будто бы светили большие, и должности тоже напрашивались какие-то высокие. Но вот опять же, знаете, как не дожали, не дотянули, чего-то не хватило, чуть-чуть, но сидели на очень хорошем месте, сидели на мешке с деньгами сидели, на мешке с властью сидели. Чуть-чуть не состоялось. Вот прямо, знаете, в целом все равно я не вижу какого-то кризиса ужасного, страшного в прошлом. Я не вижу каких-то барьеров больших, заборов, которые бы не пускали в будущее. Овны есть овны. Вот эта вот сила огненная, вот это вот волшебство. И, как я уже сказала, все властие, да, это все сохраняется, это никуда не девается. В общем, можете все, чуть-чуть с мотивацией не хватает. Или такой вот немножко магической поддержки. Кстати, перевернутый маг. Как будто бы колдовство, магические силы Вселенной чуть-чуть против вас идут. Помогите себе, я не знаю, какой-то магический ритуал сделайте, правильный, чтобы вот эту энергию как-то немножко подсобрать. И будущее в плане работы достаточно безоблачно. Просто будете нормально зарабатывать. То есть звезд с неба не ждите в ближайшее время, например, пару месяцев, 3 месяца, может быть, до полугода в самых запущенных случаях. Звезд с неба, наверное, да, прыгать не нужно за ними, но
будут нормальные заработки, будет постоянство, будет понимание, будет очень достойное занятие у вас. Если ищете новую работу, тоже найдется с достаточно хорошей зарплатой, что-то, знаете, рыцарь Пентаклей, что-то интересное и в то же время рутинное. Это Пентакли, достаточно такое, ну, в общем, надежно, постоянно, настолько, что даже немного скучно. Плавно к теме денег переходим. Неплохое начало у Овна к теме денег. Да, другие карты пока не трогаю. Это была работа, теперь деньги. Раз. Видите, прекрасные карты, старшие арканы у вас выпадают. И все перевернуты. То есть вот как будто бы в этой роскошной картине вашей жизни это как бочка меда. Ваша жизнь бочка меда. Ну, с такой вот ложкой дегтя. Чуть-чуть горчит, да. Деньги и будущее, да. В деньгах сейчас равнодушие просматривается ваших к деньгам. Знаете, вот такая незаинтересованность, причем глобальная какая-то, вселенская. Что воля, что неволя, все равно, что богатство, что такой взгляд очень отстраненный, но я бы сказала правильный. Если сейчас у вас нет много денег, то это только потому, что вы не алкаете их, нет алчности такой вот какой-то, которая есть у других. Не цепляетесь, не хватаете, кусок у ближнего не вырываете. То есть не самый денежный в жизни период. Было больше. Деньги были, деньги будут. Сейчас денег нет, карты говорят. Осмысление своих финансовых путей, финансовых возможностей, возможно, учеба, переучивание, какая-то перестройка, переналаживание финансовых потоков. Не торопитесь вы за деньгами. Ну ладно, потому что торопящихся и без вас, в общем-то, много. А в прошлом мечта финансовая не достигнута. Например, там на прошлой работе уровня зарплаты не дотянули до уровня, о котором мечтали. Прошлый бизнес больших впечатляющих каких-то прибылей не принес. Но мечта эта осталась, она никуда не делась, она, может быть, в отложенном виде у вас сохраняется и присутствует. Очень хорошо вы, в общем, путь свой денежный видите, знаете, сколько вам нужно, знаете, как это получить, и знаете достаточно давно. И вот сейчас именно момент, когда вы выбираете путь или способы зарабатывания. Насколько вы все-таки, чем это закончится, да, вот этот ваш текущий нынешний выбор, легко, это не кризис финансовый, я бы так это не сказала, это именно переосмысление, момент какой-то такой инициации, может быть, взросления в денежных вопросах, и этот период скоро не закончится, он довольно долго, месяцы впереди. Страшно, трудно начать что-то новое, новую работу, новый бизнес, заработки какие-то. Опять же, отложенные возможности, какие-то отложенные варианты. В общем, ваша финансовая тема потреплет вам нервы в ближайшее время. Это очень нервное по деньгам время. Может быть, да, такое, что расходы будут превосходить доходы даже, да, девятка мечей. Это такая очень нервная карта. Это суета на тему денег. Давайте вот другие карты. Следование ангелам по деньгам, пояснение на будущее. Что будущее, прогноз какой здесь идет у вас? Тройка пентаклей. Все поправимо. Все очень поправимо. Работайте, знаете, вот такой простой совет карта дает. Реально смотрите на вещи. Не брезгуйте даже маленькими заработками. По чуть-чуть, понемногу. Очень спокойно, очень рационально, со скромными успехами. Но из любого кризиса выберитесь. Тройка пентаклей. Советует соглашаться, советуют зарабатывать деньги. Вот именно эта карта работа называется. То есть здесь нет случая, здесь нет
ну, такого лотерейного момента, да, какого-то. Вот зарабатываете, заработается по чуть-чуть. И, в общем, знаете, очень реальными способами деньги к вам будут приходить. Знаете, такими понятными, честными. То есть здесь никакого искушения, никакого, маловато страсти. Наверное, мечтали вы о другом, да? Мечтали, как многие, как все мы, мечтали сорвать большой куш, а карты предлагают работать. Ну, что ж, и большие радости, наверное, тоже будут, только не теперь. Ой, дальше любовь. Признаюсь, я делаю этот расклад для вас День Святого Валентина. Вибрации в воздухе очень романтичные. Все в сердечках вокруг меня здесь в городе. Любовь то же самое. Что было, что есть, что будет в любви. Если не везет в деньгах, да, как народная мудрость гласит, поверье такое есть, что-то, значит, везет в любви. С любовью побольше карт, наверное, достанем. Какая-то очень брачная тема у вас, смотрите. Брак, который есть, брак, который будет. Будущий брак обсуждается, который с партнером, либо это новое знакомство совсем свеженько, которое с большим успехом ведет или приведет к браку. То есть тема серьезная, взрослая, хлопоты, документы, подписанные, брачные свидетельства, брачные договоры, контракты и так далее. То есть не о романтике мы говорим, а о... Так у вас все состоялось. Любви-то, овны, дорогие. У вас уже все состоялось. Вот эта великая судьбоносная встреча, великое счастье, все это по судьбе, все это так странно и не вовремя, как кажется, но судьба вас нашла, свое личное счастье вы вообще-то уже встретили, и сейчас осталось только юридически скрепить ваши узы или убедить партнера, что пора уже это сделать, да? То есть, ну, видите, карты крупные, они говорят, что вы достигли в любви какой-то очень-очень серьезной вершины, какой-то такой пиковой точки. Человек, если есть рядом у вас сейчас вот человек-избранник, это точно тот, кто вам нужен. Это прям в десяточку попали, это вот все. Лучше долго не будет. Лучше не ищите. Остановите выбор свой, остановите музыку. Все, это тот человек, с которым вам надо остаться. Постарайтесь быстрее уже действительно юридически все оформить и успокоиться, и больше шарманку их не крутить, и все будущее в любви, какое у овнов. Много новостей, много разговоров, много каких-то очень-очень увлекательные дороги, веселое путешествие, общие дела совместные для вас с вашим партнером, и ожидаемо, и неожиданно, и радостная очень перспектива. Отношения, которые есть, например, если брак уже есть, то он у вас очень правильно, очень по судьбе, и впереди все самое лучшее. Рождение ребенка — это паж, рождение ребенка, возможно, такое ожидаемое, плановый ребенок, да, суд перевернутый, то есть никого это не удивляет. Если отношения, то они с перспективой на брак у вас идут, впереди все хорошо. Если вы одиноки сейчас, просто остановитесь, оглянитесь, вы в какой-то очень брачной теме. То есть у вас близко-близко, рядом-рядом вот этот идеальный ваш человек, которого, может быть, вы чуть-чуть не видите, не знаю. Но карты такие, знаете, они состоявшиеся, они какие-то завершающие, они очень цельные, они говорят, что овны вот в любви действительно все получили. Не в поиске, все состоялось уже. С чем мы вас и поздравляем, да? Давайте на тему любви, может быть, одну карту тоже из ангельского, да, ставим. Восьмерка пентаклей. Серьезные намерения.
серьезность намерений подчеркивается ваших и, конечно же, вашего избранника. У нас осталась одна тема для гадания. Это дом, семья. Дом, семья, недвижимость и домашний. О, недвижимость, по башне переворачивается. Смена дома напрашивается у вас в настоящий момент, да? Смена дома, которую вы почему-то не хотите, которую хотели бы избежать, наверное, более. Перестройка в семье, но это по судьбе. Смотрите, переезд, смена дома, другие стены. Может быть, в связи как раз с этим же браком. Решили съехаться с партнером, может быть, по работе надо переехать. Никакого драматизма я абсолютно не нагнетаю, но в настоящий момент это может быть лучшее решение для вас. Другие стены, другой дом, другой город или даже другой континент. Видите, судьба настаивает, чтобы были перемены такого рода в вашей жизни. Если это не смена дома, то это может быть смена другая расстановка сил в семье. То есть переигрываются роли в семье, как на фигуры, знаете, на шахматной доске. И судьба дома вашего, вообще вашей домашней семейной темы требует усилий, которых вы не хотите. Требует усилий. Будущее дома вашего, да, оно благополучное, но почему-то через не могу, через не хочу. Может быть, вы ремонт не хотите делать, я не знаю. Один совет тогда Таро ангелов дадут Овнам картину вашей жизни под микроскопом. Мы рассмотрели, все вам посоветовали. И один совет от этих карт. Пусть у вас не старые печали, выкиньте из головы старые печали. Вот это вот то, что покалывает в сердечке у вас, давно пора выбросить из головы. Посмотрите, это просто очень настроенческая карта. Мы уже увидели в деньгах, в работе, великие ваши возможности, которые перебиваются нехваткой вашего желания. Да. Тройка мечей, очень настроенческая карта. Советует вам только лишь оптимистичнее, веселее смотреть в будущее и не помнить. Простите себе свои старые ошибки, отстаньте уже от себя. Спасибо.